О, какая у нас сегодня прекрасная погода. Класс. Всем привет, дорогие друзья, мои любители часового мира. Сегодня я бы хотел вам рассказать и показать Citizen апельсин. Еще в народе его называли цыганский барон или попугай. Очень интересная, такая уже, можно сказать, винтажная модель. Она очень выделяется среди всех часов, вообще в принципе по всему миру, которые были выпущены. Они вот именно индивидуальны. Они могут подчеркнуть индивидуальность. Сегодня у нас немного вкусной, интересной информации насчет Citizen, которую я смог найти. Это было очень непросто. Я, можно сказать, только начинаю свой путь в часовом мире, поэтому это как бы трудно. Я не застал эти времена, к сожалению. Более старшее поколение помнит, знает, любит эти часы. Но, а я, к сожалению, не застал это время, поэтому вот сейчас пытаюсь ухватиться за концы, найти информацию, хоть что-нибудь, узнаю у коллег, пытаюсь всеми возможными силами найти информацию. Итак, дорогие друзья, если вы видели, знаете эти часы, эту модель в таком исполнении, пожалуйста, напишите комментарий. Возможно, я что-то новое узнаю для себя. Итак, можно сказать, это будет наша новая рубрика «Личная коллекция», где я буду рассказывать про свои находки, про свои часы, про ихнюю историю появления, возможно, и многое другое. За все время, которое они у меня пробыли, я так и не нашел четкой и сформулированной информации именно по этой, ну или хотя бы по другим похожим моделям. Знаете, так, чтобы было расписано характеристика, год выпуска, модель, где какие посмотреть номерные знаки. Но этого просто отсутствует. Я весь интернет пересмотрел. Нету, просто нету. Эта модель часов была приблизительно собрана в промежутке с 80-х по 89-й год. В часах использовали механизм Мийота с 21 рубиновым камнем. Но в этой модели присутствует надпись Citizen Watch Corporation с калибром 82-00А, где написано Japan и 21 камень. Я это далее тут приложу фотографии уже с механизмом. Конечно, там видно, что надписи уже, конечно, подизношенные. Не знаю почему, с чем это связано. Вот, но как бы все равно можно прочитать. Эти часы покрыты тайной. Никто не может дать точной информации о возрасте, калибре, почему нет надписи Мийота. Да и в принципе, что это за модель часов, которая инкрустирована с камнями по кругу. Дело в том, что в интернете я нашел данную модель, чтобы хотя бы убедиться в оригинальности. Но это оригинал, это я даже не сомневаюсь в этом. Просто, знаете, как бы для себя хотелось бы увидеть похожие модели в интернете, чтобы понять, что вообще я имею, с чем я имею дело. Я по поиску по картинке, я их сфотографировал, поиск по картинке, забиваю в Google, смотрю, нахожу. В 2016 году данная модель, не знаю, эти часы, не эти часы, по фотографиям не эти. Вот, они были на торгах у коллекционеров на сайте Violet, вот, где можно было их приобрести, участвуя в торгах. Это единственный след в интернете, который я нашел по данной модели. И больше все, больше нету. Раньше не было интернета. И я, можно сказать, первый человек, который оцифровал данную модель, выложил в интернет и показываю на публику данную модель часов. Очень интересное исполнение, не скромное, вообще не скромное на руке, вызывающе смотрится, всем нравится, все обращают внимание. Но нося эти часы, получаешь удовольствие, особенно если болеешь часами, любишь часы, относишься бережно к часам, то это кайф.
На часовых форумах нашел единственное совпадение по номерам задней крышки, но человек так же, как и я, в поисках информации. Так что именно по этой модели сложно что-то рассказать, но если верить информации с объявления OLX, конечно, это такое. Ну, я данные модели искал, похожие, подобные, где в циферблате тоже используются такие камни. Возможно, и по кругу точно такие же камни, это я предполагаю, это не точная информация. Вот. То похожие модели были инкрустированы полудрагоценными камнями фианита. Смотрится просто потрясающе. На солнышке все подблескивает. Солнечных зайчиков можно даже поймать от камушков. Пожалуй, это самые загадочные часы, которые у меня были. И их таинственная история так и не выяснена. Как жаль, что раньше не было интернета, дорогие друзья, поэтому сейчас, конечно, намного проще. Вышла модель часов, допустим, Rolex, все написали они, история, калибр, все расписали, и мы можем загуглить в любой момент об этих часах, узнать о подлинности, оригинальности. Но раньше такого не было. Раньше как спекулянт расскажет вам, да, что это японские, хорошие, качественные часы, покупайте. Ну и мы все верили им. Это, конечно, все хорошо, но в данных часах есть одна проблема. Как вы можете видеть, я сейчас немного приближу. Немного тут ремонтирован циферблат. Но, как мне кажется, очень профессионально. Как мы можем увидеть, сверху получается около 11 часов. Есть такая точечка. Я так понимаю, когда-то циферблат, возможно, отпал, или при репассаже что-то случилось у мастера, отпали ушки, и было принято решение их спасать. Вот внизу, в районе номерного знака, да, мы видим как бы такое вот запаянное. Но сделано максимально профессионально. Я хоть и придирчив ко всему, но мне все нравится. Поэтому для меня это совсем не проблема. Сделано все очень качественно, красиво. Поэтому это не проблема. Вот. Что я вам еще могу рассказать? Такой интересный, красивый ремешок. Я бы его хотел бы назвать рептилией. Не знаю почему. Возможно, из-за таких звеньев, похоже, как на чешую, допустим, там змеи или рептилий. Ну, в общем, хочется сказать рептилия. Красивая надпись Citizen, замок двойной. В случае моей бабушки подобные часы, тоже попугай, только женская модель. Она их носит с 83-го года каждый день. Отдавали только на обслуживание к мастерам, делали полный репассаж механизма. Вот. И у нее не было двойного замка, то есть не было двойной защелки. И это была проблема. У нее бывало спустя время много она использовала часы, и износился этот замок, и он начинал просто отпадать. То есть во время там едешь в метро, прикоснулся к человеку, или идешь там, все равно ж мы-то трёмся и курточками, пальто. И бывало, что они расстегивались, и она бывала не раз, что уже ловила их в полете. И это была катастрофа, поэтому я нашел такой же замочек, ей установил, чтобы у нее не потерялись часики. Вот так вот. Поэтому двойной замок — это очень удобно и безопасно в случае с таким вот ремешком. Этот замок шел вместе с часами, с этим ремешком. Поэтому насчет ремешка тоже, я не знаю, это с данной моделей шло или это уже спустя время поменял кто-то. Тут я уже не знаю. Возможно, кто-то подскажет в комментариях. Красивая надпись, такая золотистая, Citizen, выделяется. Календарь у нас английский и японский. Все как нужно. Итак, хотел бы еще рассказать такую интересную, информацию насчет этой модели. У нас калибр тут стоит 8200A.
Односторонний автоподзавод плюс ручной завод. Это просто идеальное сочетание в часовом мире. Допустим, я не носил часы, да, ну не ношу, допустим, эти часы. У меня много еще других моделей. Я люблю менять часы. Бывает, в один день могу поменять сразу 2 и 3 часов, смотря под какой наряд, под какое пальто, пиджак, поэтому разное бывает. Допустим, они у нас полежали, да, и чтобы они смогли дальше идти следующую ночь, через день, просто взяли в руки, подвели колесиком заводным валом, да, подзавели и положили. И вообще, кажется, в Ориентах не хватает. Я бы очень хотел, чтобы в Ориентах был ручной завод, но, к сожалению, их просто нужно носить каждый день, и тогда они будут полностью заведенные. Но это тоже не проблема. Взял в руки, потелепал, настроил время и пошел. Как бы это для меня это не проблема. Но в Citizen, конечно, сделали уже более продуманно, более удобно. Конечно же, у нас якорь. Якорь — это фишка данной модели. Он двигается. Видите, я сейчас еще потелепаю. Вот, видите, он перемещается. Перемещается, чтобы каждый окружающий знал, что у вас на руке качественные, оригинальные, винтажная модель механических часов. Как бы такой якорь уже не используют в наших новых современных моделях. Это фишка именно 80-х годов. На руке под белую рубашку смотрится просто восхитительно. Как говорится, дорого и богато. Итак, вот что я еще не показал, так это заднюю нашу крышку, да? Я до конца так и не разобрался, как правильно расшифровать все эти номерные знаки. Вот, но могу немного, кажется, подсказать, тот, кто ищет информацию. Вот мы видим 81, 16, 73, 39. Это номер кузова. Надпись GAN-4W-S. Это у нас означает, что форма корпуса. Форма корпуса у нас круглая. А так-то, наверное, и все. К сожалению, больше я не нашел информации. Я находил такие же надписи номерные, как 4-28, 1955 SMK в интернете на часовых форумах. Но я так и не понял. Ну, возможно, это у нас одинаковые корпуса, как мне кажется, возможно, одинаковые корпуса. Поэтому и надпись одинаковая, черт его знает. И спасибо всем за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте ставить лайк, подписываться на мою социальную сеть в Instagram. Я веду ее достаточно активно. Все модели, которые находятся в наличии, можно посмотреть в закрепленных историях, ознакомиться, посмотреть там также видеообзоры. Да, класс, вообще просто супер, фантастические часы. Все, спасибо всем за просмотр, всем пока.